Всем привет! Вы ищете себе новую квартиру, но сейчас так много строится домов вокруг, что от выбора просто голова идет кругом. К тому же квартира еще стоит очень дорого. Как не ошибиться и сделать правильный выбор? Сегодня я коротко, без воды, расскажу вам, на что стоит обратить внимание, и в конце приведу свою очень простую методику, которая поможет вам сделать правильный выбор. В эфире ваш дизайнер интерьера. Погнали! Выбор квартиры всегда начинается с изучения жилого комплекса. На что стоит обратить внимание, чтобы не лохануться? Давайте подробно пройдемся по всем пунктам. Квартиры стоят довольно дорого, поэтому почти все сделки сейчас идут в ипотеку. Но помните, вам нужно рассчитать ваши силы трезво, чтобы ежемесячный платеж не был для вас какой-то непомерной тяжестью и не расстраивал вас каждый месяц. И когда вы наконец получите ваши заветные ключи, вспомните, что вам нужно сделать еще и ремонт. Если он будет еще и дизайнерский, то это, конечно же, будет стоить довольно больших денег. Поэтому, кроме ипотеки, вы должны в голове еще держать сумму, которую вы потратите на ремонт. Уровень дома. Сейчас дома условно делятся на эконом-класс, комфорт-класс, бизнес-класс и элитка. Это, конечно же, очень условно, но для меня, как для дизайнера, например, важнее всего это размеры комнат, высоты окон, то есть насколько большое окно по отношению к стене, высота потолков и какие-то еще инженерные фишки, которые присутствуют в дорогих квартирах. Немаловажным является сам застройщик. Проще всего понять качество застройщика — это, конечно же, погуглить, поискать информацию про него, что пишут. И самое важное, конечно же, это отзывы. Потому что застройщики бывают новые, какие-то непонятные, бывают долгостройщики, бывают проверенные крупные фирмы, но это также влияет очень сильно, естественно, на стоимость, но и на качество строительства. Изучите, посмотрите всю информацию, которую сможете найти. Это супер важно. В ходе жизни мы прикипаем к какому-то конкретному району. У нас тут и работа под боком, и школа, где учились наши старшие дети. И мы хотим, конечно же, нашего младшего ребенка отправить уже к хорошему проверенному учителю. Магазины, все под боком, все изучено. И очень часто заказчики ищут квартиры именно в том же районе, в котором жили до этого. Кто-то, наоборот, переезжает жить за город, кто-то решил сменить город на загородную недвижимость, кто-то, наоборот, хочет за города переехать в центр. То есть изучите то, где вы хотите жить относительно центра города. Если речь идет о большом городе, мегаполисе, то, конечно же, очень важно, как вокруг вашего жилого комплекса распределяются транспортные потоки. Вам нужно будет ездить в магазины, на работу, в школу, отвозить детей. Поэтому супер важно, где рядом находятся все пробки, куда движется транспорт, как можно передвигаться на своем транспорте, на общественном транспорте. Это очень важные моменты. Изучите их заранее. Сейчас очень сложно представить себе семью, у которой нет личного автомобиля. Часто даже 2 или 3. Поэтому, приезжая вечером домой, вам просто необходимо куда-то поставить вашу машину. В центре, где очень много старого фонда, это еще как-то решается. Но вот в спальных районах я прекрасно знаю, что машину очень тяжело припарковать. Поэтому наличие личного паркинга или хотя бы парковочного места — это просто супер необходимая вещь. Для многих очень важна архитектура жилого комплекса. Кто-то говорит: да мне вообще плевать, я буду жить в какой-то панельке там, и вот главное место хорошее. Мне это вообще не важно, главное, чтобы квартира была классная. А кто-то, наоборот, хочет жить, чтобы вот каждый день, приходя домой, видеть свой жилой комплекс как какой-то, вот знаете, памятник архитектуры, который спроектировал крутой архитектор, который вписывается в город, в ландшафт и радует глаз хозяина квартиры. Поэтому изучите проект дома, может быть, для вас это реально важно. У каждого жилого комплекса есть еще своя внутренняя территория, и она обязательно должна быть благоустроена. Я один раз был на лекции голландского архитектора, и он сказал, что вот раз мы в России делаем такие маленькие квартирки, то пусть хотя бы ландшафт внутри будет благоустроен. Как я однажды видел в блоге Варламова, он сказал: если жильцы гуляют во дворе по своей воле, а не только потому, что им нужно там с коляской погулять, значит, ландшафт сделан круто и для людей. Обратите на это внимание. Сейчас очень большую популярность набирают апартаменты. Знаете, когда берут завод, сносят его, но жилую недвижимость здесь нельзя строить по статусу земли, и строят апартаменты под сдачу. Это вот самый яркий пример, это Москва-Сити. Там нет ни одной жилой квартиры, это все коммерческая недвижимость. Тема на самом деле довольно обширная, и прежде чем будете покупать апартаменты, обязательно изучите ее, потому что она в себе несет как много плюсов, так много минусов, очень много подводных камней. Изучайте и только после этого покупайте. Теперь поговорим,
непосредственно о квартирах. Какая она должна быть для вашей комфортной жизни. На самом деле, опытным взглядом можно определить уже очень многое, исходя из планировки. Давайте разбираться. Самый главный минус, конечно же, у любой планировки — это острые углы, радиусные стены, ну и вообще любые кривые стены. Это все опытный дизайнер поможет вам обыграть, но если от этого можно избавиться сразу же, то, пожалуйста, не выбирайте такие квартиры. Потому что за счет вот этих всех углов и кривых стен у вас очень много съестся полезной площади. Это всегда очень большой минус. Вы, конечно же, слышали выражение «свободная планировка». Это очень условное понятие, и все равно вы будете привязаны к инженерии, к соседям, к очень многим моментам, если это жилая недвижимость, а не апартаменты. Поэтому не ведитесь на этот маркетинговый трюк. Если вы хотите изменить количество комнат в квартире, то обратите внимание на окна. Комнат не может быть больше, чем оконных проемов. Конечно же, у меня была практика, когда мы делали кабинет со стеклянной стеной, всякие фрамуги, но по-хорошему вот одна комната, одно окно. Меньше быть не может. Если в квартире есть какая-то бесполезная площадь, то чаще всего это, конечно же, большой холл, либо коридор. Коридоры тоже бывают очень большие, либо, наоборот, узкие, длинные, от которых потом вот никак не избавиться. И если можно этого избежать на стадии выбора квартиры, то обязательно это сделайте. Часто нам предлагают, вот планировка от застройщика — это проходная комната. Вроде как это какое-то компромиссное решение, которое позволяет правильно распределить другие комнаты, но по факту, когда вы будете жить в такой комнате, вам будет очень некомфортно. Обратите внимание, как ваша будущая квартира расположена относительно сторон света. И я говорю сейчас не про фэн-шуй, я говорю сейчас про то, откуда у нас встает солнце и где оно садится. Это очень сильно может повлиять на финальную планировку. То есть кто-то любит, знаете, просыпаться, когда восходит солнце с первыми лучами, кто-то, наоборот, солнце ненавидит и хочет спать максимально долго, кто-то любит смотреть на закатики в окно. Поэтому очень важно понять, как у нас солнце движется по небу. Обязательно изучите планировку на наличие несущих стен и вент-каналов, где они находятся, потому что впоследствии в процессе перепланировки, декорирования вы никак от них не сможете избавиться. Это те элементы, которые вот будут с вами от начала и до конца. И самый частый пример, когда вот в центре гостиной или там еще где-то стоит колонна, которая портит вообще вот все. Мы ее, конечно же, декорируем, но она вот все равно остается на этом месте и портит настроение хозяина. Поэтому постарайтесь избежать этих элементов на стадии выбора квартиры. Квартиры сейчас очень дорогие, и каждый квадратный метр просто на вес золота. Поэтому обязательно изучите возможность присоединить балкон. Это будет для вас просто нереальным бонусом. Конечно же, это касается больше южных городов, хотя в Питере тоже у нас бывает жаркая погода. Но для кондиционера нужно, вот самая главная проблема, это куда повесить наружный блок. Часто в домах это просто запрещено вешать на фасад, и можно повесить только вот на ваш холодный балкон. А если вы хотите его присоединить, то как бороться с этой проблемой? В идеале вот очень хорошее решение, когда архитектор в доме заранее продумал сплит-шахту, в которой вы можете повесить ваши наружные блоки. Давайте теперь поговорим о начинке квартиры, вот то, что вы получаете вместе со стенами. Вся начинка прописано в договоре купли-продажи. Обязательно изучите его, чтобы потом при получении ключей сверить то, что было обещано, и то, что вы получили. Сейчас практически все застройщики предлагают несколько вариантов отделки. Это может быть черновая отделка, предчистовая и даже чистовая отделка. Вам главное понять, какие у вас планы на ремонт, ну и вообще на жизнь в этой квартире. Потому что для дизайнерского ремонта, конечно же, идеально вот бетонные стены, когда вообще ничего нет, и мы с нуля все делаем под наш дизайн. Если вы хотите сделать только косметику, то есть, знаете, положить просто чистовые материалы, покрасить, там, обои наклеить и поставить мебель. Тут, конечно же, идеально будет white box, когда вот все готово, только клей, финиш. И если вы просто хотите поставить кровать из Икеи, ну или вашу кровать из старой квартиры, то, конечно же, подойдет финальная чистовая отделка. И она, кстати, даже очень часто бывает с мебелью. То есть вот все купили, все уже готово, заезжай и живи. Поэтому главное определитесь, какие у вас планы на ремонт. Практически все квартиры сейчас идут уже с первоначальной разводкой. То есть это какие-то розетки, вывод света на потолке. Но я, конечно же, рекомендую все это заглушить и сделать нормальную разводку с нуля. Потому что я не уверен в тех, вы их тоже, так же как и я, не видели, кто делал нам эту разводку. Потому что это на самом деле вопрос безопасности. Любую квартиру застройщик нам сдает с радиаторами. И это самые дешевые радиаторы, которые вот только бы проходили по таблицам, чтобы квартиру можно было нам передать. И если вы хотите какой-то дизайнерский красивый ремонт, то радиаторы обязательно нужно менять.
Квартиры, естественно, передаются нам с входной дверью, и чаще всего заказчики их оставляют. Единственное, обычно меняют накладку изнутри, чтобы она подходила под общую цветовую гамму квартиры. Ну и, конечно же, после ремонта обычно личинка замка заменяется на новую. Сегодня практически все дома идут с нормальными окнами. Это вполне себе хорошие стеклопакеты, и менять их большой необходимости нет. У вас может быть единственный какой-то брак, но это все меняется по гарантии. Но если у вас какие-то особые требования по экологичности, может быть по шуму, то вам придется их менять за свой счет. И это, ну скажем так, довольно дорогое удовольствие. Параметров масса. Как не запутаться и сделать правильный выбор. Для начала расставьте для себя приоритеты. Что самое важное, что второстепенное и что вообще не имеет значения. Вы сразу же увидите, что вам подходит буквально 2-3 жилых комплекса. Дальше просто по моему чек-листу, я вот прикреплю его под видео, просто пройдитесь, сравните планировки, и вы увидите, что вам опять же подходит буквально 2-3 квартиры. Выбор будет, ну, элементарный. Хорошей охоты на квартиру вашей мечты. Может быть, у вас есть какие-то свои рекомендации или был негативный опыт, то обязательно напишите в комментариях. Это будет всем нам очень полезно. Сегодня я говорил только про новостройки, и если интересно послушать такую же тему про старый фонд, то я обязательно запишу про это видео. Напишите об этом в комментариях. До скорых встреч, пока-пока!